Сейчас я нахожусь в самом центре германской столицы. Отсюда до Бранденбургских ворот 5 минут пешком, до Бундестага, бывшего Рейхстага, минут 10. Огромный мемориал жертвам Холокоста сооружен именно в том месте, откуда в 1933 году начался сам Холокост. Холокост начался не тогда, когда зажглись печи в гитлеровских лагерях смерти. И не тогда, когда произошел первый расстрел евреев или первый еврейский погром. Он начался в 1933 году, когда Адольф Гитлер пришел к власти в Германии и сделал антисемитизм частью государственной идеологии. В самом начале Холокоста еще никого не убивали. Людей только лишали человеческого достоинства. Но это было первым шагом на большом и страшном пути. Известный историк, мыслитель и герой Великой Отечественной войны Михаил Гефтер говорил: «Никогда не бывает геноцида против одного народа. Геноцид всегда против всех». Непримиримая и иррациональная ненависть к евреям была не просто характерной чертой нацистов. Она являлась одной из основ их мировоззрения. Еще в 1920 году при участии Адольфа Гитлера была составлена программа национал-социалистической немецкой рабочей партии. Она называлась «25 пунктов». Пункт под номером 4 гласил: гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к немецкой нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо от религиозной принадлежности. Таким образом, ни один еврей не может быть отнесен к немецкой нации, а также не может являться гражданином Германии. Возникновение и политическая деятельность нацистской партии шли под простым лозунгом: «Во всех бедах Германии виноваты евреи». Дескать, именно евреи воткнули нож в спину государства во время Первой мировой войны. Из-за евреев Германия потерпела поражение и утратила территории. Политические катаклизмы и экономические кризисы также организованы евреями. В своем одиозном сочинении, написанном еще в середине 20-х годов, Гитлер приходит к выводу: если наш народ и наше государство действительно станут жертвой хищной и кровожадной еврейской тирании, то этот спрут охватит щупальцами всю землю. Адольф Гитлер был искренен. Евреев он действительно ненавидел всей душой. Совершенно иррационально. Но вместе с тем антисемитизм был для него вполне осознанным, рациональным инструментом в достижении политических целей. Вражда, направленная против конкретной группы людей, это простой и быстрый способ сплотить вокруг себя сторонников. Евреи стали очень удобной мишенью. Они были самым большим национальным меньшинством в Германии. А значит, евреев было достаточно много, чтобы простой немец регулярно сталкивался с ними лицом к лицу и видел тех, кого ему следует ненавидеть. Однако евреи составляли менее 1% населения Германии. Их было лишь около 500 000 человек. Это значит, что евреев было слишком мало, чтобы они могли защитить себя от агрессивно настроенного большинства. Добавим к этому многовековые традиции антисемитизма и увидим, что лучшей мишени для пропаганды и придумать нельзя было. Адольф Гитлер писал: «Разве есть на свете хоть одно нечистое дело, хоть одно бесстыдство, в котором не был бы замешан еврей?» 30 января 1933 года автор этого риторического вопроса стал рейхсканцлером Германии. Антисемитизм из идеологии отдельно взятой партии превращается в государственную политику. С этого момента начинается Холокост. Он продлится столько же, сколько просуществует сама нацистская Германия.
12 лет. Первым актом Холокоста стал бойкот еврейских магазинов и товаров, организованный нацистами 1 апреля 1933 года. В тот день нацистские штурмовики вставали с плакатами, призывающими немцев не отдавать свои деньги евреям. Штурмовики также разъезжали по улицам немецких городов и агитировали прохожих: «Немцы, защищайте себя! Не покупайте у евреев!» Однако первая антиеврейская акция нацистов провалилась, не принеся никаких ощутимых результатов. Нацисты убедились, преследование евреев должно быть не только уличным и полустихийным. Это не очень-то работает. Дискриминацию, поняли они, следует закрепить институционально и бюрократически. В течение того же месяца, в апреле 1933 года, нацисты принимают первые законы, по которым евреев изгоняют с государственной службы, резко ограничивают в правах на работу и учебу. Хотя от уличных акций нацисты тоже не отказываются. На этой фотографии, сделанной в Мюнхене в 1933 году, еврея пока еще не убивают и даже не бьют, но его уже заставляют пройти позорным маршем по мостовой. 10 мая 1933 года на улицах немецких городов публично жгут книги еврейских авторов. Символично, что в больших кострах оказываются в том числе произведения Генриха Гейне, великого немецкого поэта XIX века. Именно он был автором пророческого афоризма: «Там, где сжигают книги, впоследствии будут сжигать и людей». Продолжая ограничивать евреев в правах, нацисты задаются логичным с их точки зрения вопросом: а кого именно следует считать евреем? 15 сентября 1935 года на съезде нацистской партии в Нюрнберге было принято два закона о гражданине Рейха и об охране германской крови и германской чести. 14 ноября были изданы дополнения к этим законам. Все эти документы в совокупности вошли в историю как Нюрнбергские расовые законы. Согласно ним, евреем признавался всякий человек, у которого 3 из 4 дедушек и бабушек являются евреями. Хотя через несколько лет, в 1941 это правило ужесточат, будет достаточно уже 2 дедушек или бабушек. Сущность Нюрнбергских законов состоит в том, что нацисты стали определять евреев исключительно по принципу наличия еврейской крови. Если даже человек внешне неотличим от немца, сам симпатизирует нацистам и не подозревает о своем еврейском происхождении, то это никак не спасет его от позорного клейма. В тот момент, когда его родословная становится известным нацистам, персональные взгляды значения уже не имеют. Перед ними еврей, и никакого способа перестать быть евреем нет априори. В 1935 году евреев лишили германского гражданства. Таким образом, был выполнен один из главных пунктов программы нацистской партии. Евреев исключали из общественной жизни, браки между евреями и неевреями были категорически запрещены, а внебрачные связи объявлялись серьезным преступлением. Виновных в осквернении арийской расы нацисты не только судили, но и подвергали публичным унижениям. Причем в таких случаях не щадили обоих участников преступления. На этом снимке немка и еврей. Ужас нюрнбергских законов состоит в том, что лишение человека прав стало правовой нормой. Издевательства над людьми из беззакония превратились в закон. Дискриминация была оформлена и закреплена юридически. И до, и после принятия нюрнбергских расовых законов все немецкое население от мала до велика старательно обрабатывалось антисемитской пропагандой. Юдофобией были пронизаны литература, кинематограф, все немецкие средства массовой информации и система образования. Нацисты объясняли немцам: да, внешне еврей немного напоминает человека, но он таковым не является. Евреев в нацистской Германии сравнивали с пауками, червями и даже ядовитыми грибами. Перед вами обложка книги «Поганка». Она была предназначена для немецких детей дошкольного и младшего школьного возраста. Для читателей постарше в Германии издавалась еженедельная газета «Der Stürmer» – «Штурмовик».
Выпуски были полны примитивных карикатур и самых безумных антиеврейских пасквилей. Причем авторами многих из них становились уже сами читатели. Так, в одном из выпусков «Штурмовика» было опубликовано сочинение школьницы Эрны Листинг, за которое она была удостоена приза от редакции. К сожалению, даже сейчас многие продолжают утверждать, что евреи тоже творение Божье, и поэтому их надо уважать. Но ведь мы говорим, что и мухи тоже творение Божье, но при этом уничтожаем их. В 1946 году по приговору Международного Нюрнбергского трибунала будет повешен главный редактор Der Stürmer Юлиус Штрейхер. Штрейхер не только не убивал евреев своими руками, но и даже не отдавал никаких приказов. Он просто издавал газету. Однако не может быть сомнений в том, что его газета была орудием геноцида. В 1936 году, на время 11-х летних Олимпийских игр, проходивших в Берлине, нацисты поставили Холокост на паузу. Временно утихла антисемитская пропаганда, прекратились антиеврейские акции. В германскую олимпийскую сборную, призванную показать преимущество арийской расы, даже допустили одну полукровку, фехтовальщицу Хелену Майер. Но когда Олимпиада закончилась, Холокост возобновился с новой силой. А Хелене Майер придется покинуть страну и найти убежище в США. С 1933 и вплоть до начала Второй мировой войны сознательной политикой нацистов было пока что не уничтожение евреев, а принуждение их к эмиграции из Германии. Даже в популярной в те времена семейной настольной игре «Евреи вон отсюда» игроки должны были не убить евреев, а как раз-таки помочь им выехать за границу. Миграция евреев из Германии проходила в форме ограбления. Евреи, покидавшие свою родину из-за преследований, издевательств и опасности для жизни, должны были оставить нацистам почти все свое имущество, деньги и ценности. До определенного момента такая практика удовлетворяла желаниям нацистов. В результате перед войной более половины из 500 тысяч немецких евреев эмигрировали. В 1933 году уехал Альберт Эйнштейн. Его двоюродные сестры, оставшиеся в Германии, впоследствии погибли. В 1938 году французская писательница и психоаналитик Мари Бонапарт перевела в Третий Рейх огромную сумму, чтобы оттуда смог выехать вместе с женой и дочерью ее любимый учитель Зигмунд Фрейд. 4 сестры Фрейда, которым эмигрировать не удалось, через несколько лет окончили жизнь в нацистских лагерях. Но ни одна страна на планете не выражала готовности принимать еврейских беженцев массово. Лишь после аншлюза Австрии по инициативе президента США Франклина Рузвельта во французском городе Эвиан-ле-Бен состоялась международная конференция по вопросу евреев-беженцев. Она началась 6 июля 1938 года и вошла в историю как Эвианская конференция. Продлилась она 9 дней. В ней приняли участие 32 государства. 31 страна-участница Эвианской конференции под разными предлогами отказались увеличивать квоты на въезд евреев или каким-либо образом облегчать иммиграцию для них из Германии и присоединенной к ней Австрии. Единственной страной, готовой принять большее число евреев, была Доминиканская республика. Но она потребовала для этих целей финансовой помощи, которую ей никто не предоставил. Фактически все государства цивилизованного мира отказали евреям в спасении. 7 ноября 1938 года 17-летний еврей Гершель Гриншпан смертельно ранил в Париже немецкого дипломата Эрнста фон Ратта. Выстрел в Париже стал поводом и сигналом для крупнейшего еврейского погрома в истории. В ночь с 9 на 10 ноября по всему Третьему рейху улицы городов и деревень осветило пламя. Почти одновременно вспыхнули около 1400 синагог. Всюду раздавался звон разбитого стекла. Камни и кирпичи полетели в витрины еврейских лавок и в окна жилых домов. Это была ночь разбитых витрин, она же «Хрустальная ночь» – Кристалнахт. Погромщики убили 91 еврея. Впервые в истории Холокоста пролилась большая кровь.
15 тысяч были отправлены в концлагеря. Известный скрипач Михаил Вик, детство которого прошло в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде, вспоминал: На утро родители были очень взволнованы. Они не пустили меня в школу и рассказали, что синагогу, а значит и нашу школу, разгромили и сожгли. Детей из находящегося поблизости сиротского приюта выгнали ночью в одних пижамах на улицу, а господина Вальгайма, заведующего приютом, и младшего Кантора жестоко избили и чуть не бросили в реку. Множество евреев-мужчин было арестовано и отправлено в тюрьмы гестапо. 18 ноября 1938 года в газете «Правда» вышла статья с громким заголовком «Фашистские погромщики и каннибалы». Пакт Молотова-Риббентропа тогда еще не был подписан, поэтому и пресса, и даже кинематограф СССР в ту пору открыто рассказывали советским гражданам о гонениях на евреев в Германии. Удивительный факт. В 30-е годы самые первые в истории фильмы о Холокосте снимали именно в Советском Союзе. Мама, смотри, дядя профессор! Дядя профессор! Мама, пусти меня! Упомянутая статья в «Правде» содержала интересный пассаж. Варварские погромы фашистское правительство в Германии пытается приписать германскому народу. Это ложь и клевета на германский народ. К сожалению, пропаганда СССР просто выдавала желаемое за действительное. В этом советским гражданам предстояло убедиться летом 1941 года. На следующий год после Эвианской конференции в мае 1939 года Великобритания приняла так называемую «Белую книгу». Это был документ, который устанавливал для евреев просто мизерные квоты на въезд в Палестину. Таким образом, британцы, управлявшие Палестиной как подмандатной территорией, хотели успокоить недовольство местных палестинских арабов. Едва ли не последний из путей спасения был для евреев отрезан. Символом равнодушия к судьбам евреев стала история с теплоходом Сент-Луис. В мае 1939 года лайнер вышел из Гамбурга. На его борту были более 900 беженцев. Судно шло на Кубу. У пассажиров были кубинские туристические визы. За эти визы и за билет на борт евреям приходилось отдавать огромные деньги. Многие еврейские семьи смогли отправить на Сент-Луис всего одного человека. Они надеялись, что по прибытии он сможет как-то вызволить к себе всех остальных. Однако Куба аннулировала ранее выданные визы и не приняла судно с беженцами. Затем беженцев отказались впустить Соединенные Штаты, Канада. В итоге Сент-Луис в 1939 году вернулся обратно в Европу. «1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись на территорию Польши. Началась Вторая мировая война. Вместе со стремительным продвижением германской армии столь же быстро стала расширяться и география Холокоста. К весне 1941 года Холокост охватил уже все регионы Европы – восток и запад, север и юг, от Скандинавии до Балкан. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Жертвами гонений стали граждане захваченных стран и семьи немецких евреев, тех, кто сумел до войны выехать из Третьего Рейха. Например, супруги Отто и Эдит и их дочери Марго и Анна Франк. После прихода нацистов к власти в Германии они перебрались из Франкфурта на Майне в столицу Нидерландов. Но в мае 1940 года нацисты дошли и до Амстердама.
Уверен, вы знаете историю о том, как семья Франк 25 месяцев пряталась в убежище в старинном доме на набережной Принценграхт. Как в это время Анна Франк вела свой знаменитый дневник. После 40-го года начались наши страдания. Вводились новые законы, один строже другого. Евреи должны были носить желтую звезду, сдать велосипеды. Евреям запрещалось ездить в трамвае, не говоря уж об автомобилях. Покупки можно было делать только от 3 до 5, и притом в специальных еврейских лавках. После 8 вечера нельзя было выходить на улицу и даже сидеть в саду или на балконе. Нельзя было ходить в кино, в театр. Никаких развлечений. Спорт тоже был под запретом. Евреям нельзя было ходить в гости к христианам. Еврейских детей перевели в еврейские школы. Ограничений становилось все больше и больше. Эту запись она сделала уже в тайном укрытии, описывая по памяти самое начало оккупации. Укрытие, кстати, находилось в этом самом доме. Первые 2 года франки жили еще вне убежища. Однажды Анна даже случайно попала в объектив кинокамеры. Но в то время семья Франк уже в полной мере ощущала на себе, что значит быть людьми второго сорта. Ограничений становилось все больше и больше. Однако планов физически уничтожить еврейский народ у Адольфа Гитлера тогда еще не было. Гитлер рассматривал как возможный вариант создания специальной еврейской резервации близ польского города Люблин. В 1940 году, после падения Парижа, появился проект переселения всех европейских евреев на принадлежащий Франции остров Мадагаскар. Германские функционеры даже обратились в Советский Союз с предложением принять на своей территории все европейское еврейство. Очевидно, нацисты поверили в собственную пропаганду, называвшую СССР иудо-большевистским государством. Но ни один из перечисленных планов по депортации евреев Европы не был реализован. 21 сентября 1939 года начальник Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих издал приказ о создании в городах специальных мест компактного размещения евреев – гетто. Самые первые гетто появились на территории Польши, а крупнейшее гетто во всей Европе было в Варшаве в конце 1940 года. На тот момент каждый 3-й варшавянин был евреем по национальности. Почти 500 000 варшавских евреев нацисты принудительно переселили на крохотную территорию. По площади она составляла менее 5% площади города. Варшавское гетто разделяла трамвайная линия, поэтому символом Холокоста в Варшаве стал пешеходный мост, соединяющий 2 части гетто. Варшавское гетто было самым большим, но далеко не единственным. В 1940-41 годах на территории Польши нацисты создали гетто в Кракове, Лодзе, Радоме, Люблине, Кельце, а после начала Великой Отечественной войны сотни гетто возникли в городах и селах Советского Союза. Многие из них просуществовали лишь несколько недель, а затем все их население вывозили для уничтожения. В течение 1-2 облав на языке нацистов это называлось акциями. Но крупнейшие гетто, вроде Минского, Львовского, Вильнюсского, Каунасского, существовали долго и даже могли пережить множество акций. Представьте, еще вчера вы жили в своей квартире, где знакома каждая вещь. Свободно ходили по улице, повторяя привычные маршруты и открывая новые. И вдруг вас, под угрозой смерти, переселяют за стену или за колючую проволоку. В селе или небольшом городе новым местом жительства может оказаться сарай или хлев, где раньше держали животных. В городе побольше доставалась квартира, но теперь уже одна на много семей. Что в доме, что на улице – ужасная теснота. Любая инфекция распространяется моментально. Заболеть легко. В остром дефиците еда и вода, лекарства, одежда, топливо для обогрева. Все это можно было добыть лишь контрабандой с огромным риском для жизни. Или непосильным трудом, в том числе, если нацисты создавали в гетто мастерские или выводили за ограду рабочие команды. В крупных гетто одним из способов улучшить свое существование было записаться в еврейскую полицию.
Еврей, даже став коллаборационистом, никак не мог заслужить себе спасение, но мог отсрочить свою гибель и смерть своих близких. На самые страшные компромиссы с собственной совестью шли члены юденратов, еврейского самоуправления в гетто. Как правило, в юденрат назначали самых уважаемых членов общины. Они вели учет населения и собирали с узников дань для нацистов, распределяли немногочисленные ресурсы, следили, чтобы каждый носил звезду Давида. В некоторых советских гетто это была желтая пятиконечная звезда. Но и они же порой решали, кто следующим отправится в лагерь смерти, а кто пока останется в гетто, кем пожертвовать, а чьи жизни постараться, насколько это возможно, продлить. Член Юденратта из лучшего представителя своего народа в глазах друзей и соседей мог превратиться в самого ненавидимого человека. Глава Юденратта Варшавского гетто Адам Черняков всеми силами стремился предотвратить депортацию нескольких тысяч узников в лагерь Треблинка. В конце концов, он пытался спасти хотя бы детей. Но уговаривать нацистов было бессмысленно, и у Чернякова ничего не вышло. 23 июля 1942 года он покончил с собой. Если гетто существовало достаточно продолжительное время, узники, вопреки всему, как могли, налаживали там жизнь. Например, создавали для детей импровизированные школы. Конечно, каждый день мог оказаться последним. Если не убьют немцы, то убьют голод, холод и тиф. Но люди старались вести себя так, будто впереди еще целая жизнь, для которой необходимо прилежно учиться. Как и в блокадном Ленинграде, в крупных гетто заключенных поддерживало искусство. Особенно классическая музыка. В гетто ведь оказалось немало музыкантов. А еще самодеятельный театр. Нарисованный от руки билет можно было выменить за пайку хлеба. И люди шли на такой обмен. Да, останешься голодным, но на время спектакля окажешься как будто в прошлой, еще довоенной жизни. Особенно, если это музыкальная комедия. Всемирно известная исполнительница песен на идиш Хайля Розенталь начала свой творческий путь в гетто Вильнюса. Ее брат Лейб писал пьесы и стихи, а Хайля блистала на сцене. Она получила прозвище «Певица надежды». Чем-то вроде гимна вильнюсского гетто стала песня «Исролик». Это уменьшительное от имени Исроэль. Так называли маленьких сирот, которые жили тем, что могли прошмыгнуть за ограду гетто и на что-то выменить. Лейб Розенталь погиб в концлагере Клоуга в Эстонии 19 сентября 1944 года. Он не дожил до освобождения всего одного дня. Перед самым приходом советских войск нацисты убили почти всех узников лагеря. Его сестру Хайлу советские войска освободили весной 1945 года в Польше. Летом 1944 года специально для комиссии Красного Креста юные узники одного из гетто исполнили оперу Ганса Крааса «Брундибар». Затем высоким гостям показали фильм Курта Герона «Фюрер дарит евреям город». Все это произошло в образцово-показательном гетто Терезин в оккупированной Чехии. За красивым фасадом, созданным специально для международной комиссии, скрывалась страшная правда. Из Терезина уходили эшелоны в Аушвиц. В октябре 1944-го в Аушвице погиб и композитор Ганс Краас, и кинорежиссер Курт Герон, и десятки тысяч других заключенных. Лишь очень немногие из гетто были освобождены. Впервые это случилось во время контрнаступления Красной Армии под Москвой. 30 декабря 1941 года были спасены 149 из 156 узников Калужского гетто. На следующий год четвероклассник Юрий Герман описал, как это было.
описал в своем школьном сочинении. Там, где мы жили, то место называлось гетто. Однажды вечером пришли немцы. Им нужны были одеяла, подушки, простыни, тарелки, скатерти и так далее. Что им нравилось, то они и брали. Дошла очередь и до нашей квартиры. Они вошли. Было ровно 8:30. Немцы уносили лампу. На другой день пришел немец. Снял с ног моего дедушки валенки. В ночь на 30 декабря был ожесточенный бой. На утро в городе Калуге были наши. Радости не было конца. Все плакали от радости, пошли встречать. Когда немцы уходили, они минировали дома. Мы вернулись к себе в дом, где мы жили до оккупации города Калуги немцами. Вот что я пережил во время оккупации немцами города Калуги. Юрий Герман до конца жизни хранил у себя продовольственную карточку с пометками от руки «Жид. Норма в половинном размере». Карточка сохранилась, потому что в действительности ее невозможно было поменять на продукты ни в каком размере. 25 января 1942 года были спасены около 200 узников гетто в селе Ильино. Это нынешняя Тверская область. Приговоренных к смерти вызволила наступавшая советская часть. Истории освобождения – это лишь редкие счастливые исключения. Красноречивым символом уничтоженных гетто стала книга учета населения Бреста. Графа «Евреи» имеется в виду Брестское гетто. 15 октября 1942 года 16 934 человека. 16 октября это число уже перечеркнуто полностью. Накануне войны в Бресте жили 25 000 евреев. До Дня Победы дожили всего 19 человек. 20 января 1942 года в пригороде Берлина, в Ванзее, состоялось совещание 15 нацистских функционеров под предводительством начальника Главного управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха. Протокол этой встречи вел Адольф Эйхман. 35-летний оберштурмбанфюрер, то есть подполковник СС, до этого руководил лишь одним из подотделов германской тайной полиции – гестапо. Именно Адольф Эйхман, этот чиновник среднего звена, войдет в историю под прозвищем «архитектор Холокоста». Совещались недолго, обсуждая методику окончательного решения еврейского вопроса. Обсуждали технологию и логистику убийства 11 миллионов человек. Столько евреев они насчитали в Европе. Холокост не первый и, к сожалению, не последний геноцид в истории человечества. Но это единственный случай в истории, когда для реализации геноцида были спроектированы и введены в действие целые индустриально-производственные мощности. Под руководством нацистов сумрачный германский гений додумался до постройки специализированных лагерей смерти. В отличие от концлагерей, лагеря смерти не предполагали длительного содержания узников, за исключением некоторого числа заключенных, которым временно сохраняли жизнь для обслуживания лагерных объектов. В лагеря смерти один за другим шли железнодорожные эшелоны с товарными вагонами, в которых нацисты не то что загоняли, а буквально утрамбовывали людей. Этих людей везли не для помещения под стражу, а для умерщвления. Нацистская индустрия смерти была организована по принципу конвейера. Доставить, выгрузить, раздеть, отобрать все вплоть до нижнего белья и зубных щеток, остричь, убедить обреченных в том, что их ведут мыться в баню, а затем удушить их в газовых камерах циклоном Б или простым угарным газом. Вырвать золотые зубные коронки, сжечь. Оставшиеся личные вещи рассортировать.
Волосы, кости и пепел по возможности использовать в хозяйственных целях. Отлаженное конвейерное производство. Нацистскими лагерями смерти были Хельмна, Бельжец, Собибор и Треблинка-2. Знаменитые Майданок и Аушвиц совмещали функции как концентрационного лагеря, так и лагеря смерти. Все они находились на территории Польши. Сейчас я нахожусь на территории Треблинки. Это примерно 100 километров к северо-востоку от Варшавы. Этот лагерь был образован в конце лета 1941 года и, согласно нацистской классификации, относился к исправительно-трудовым. В рабочий лагерь можно было попасть за множество правонарушений, даже за безбилетный проезд в общественном транспорте. Евреи и этнические поляки находились в одинаково скотских условиях, но поляки хотя бы имели возможность отбыть фиксированное наказание и выйти на свободу. Если, конечно, не умирали от непосильного труда и пыток. Рабочий лагерь Треблинка-1 мог вместить единовременно не более 1500 человек. Таких лагерей нацисты настроили по всей Европе столь много, что далеко не о каждом из них можно найти хотя бы строчку в справочниках и энциклопедиях. Треблинка-1 тоже остался бы никому неизвестным трудовым лагерем, если бы неподалеку в мае 1942 года нацисты не начали возводить лагерь смерти Треблинка-2. Представьте себе прямоугольный участок территории примерно 400 на 600 метров, окруженный колючей проволокой и скрытый от посторонних глаз деревьями. Это и есть Треблинка-2. Это происходило прямо тут. Лагерь делился на несколько частей. Жилая зона для охранников, зона приема заключенных, включавшая бараки для сортировки отобранных вещей, а также изолированная зона уничтожения. В зоне уничтожения находилось до 10 газовых камер, и каждая из них вмещала до 300 человек. Здесь же были ямы для трупов. За все время работы лагеря смерти здесь были убиты около 800 тысяч евреев и 2000 цыган. Лагерь просто не справлялся с потоком обреченных. Ежедневно сюда прибывали эшелоны примерно по 5000 человек. Газовые камеры не выдерживали нагрузки и выходили из строя. Сотни человек, плотно набитые в герметичное помещение, вместо получаса умирали многие часы. Другие несчастные в это время ждали снаружи своей очереди на смерть. Они до последнего надеялись, что стоят в очереди в баню. Треблинка стала сборищем отъявленных садистов, служивших в нем охранниками. Одним из самых известных палачей здесь стал 28-летний заместитель коменданта Курт Франц. Он обожал натравливать на людей своего пса Барри, издевательски приговаривая: «Человек, кусай собаку». В самом конце 1942 года поток людей в Треблинку значительно уменьшился. Причиной стали неудачи германской армии под Сталинградом. Военное командование требовало, чтобы задействованные в уничтожении евреев железнодорожные составы были переданы для нужд фронта. Однако рейхсфюрер Генрих Гиммлер добился от Верховного командования Вермахта и Министерства транспорта предоставления нескольких поездов для продолжения истребления евреев. Пусть даже и в меньших масштабах. Конец этому лагерю смерти положило восстание, поднятое узниками 2 августа 1943 года. Речь о тех заключенных, кто был отобран для принудительных работ и потому находился в лагере уже длительное время. Знавшие все выходы и входы, они сумели украсть и спрятать немного оружия. А 2 августа 1943 года они вступили в перестрелку с охранниками лагеря. В ходе скоротечного боя восставшие подожгли большинство лагерных построек. Нескольким десяткам человек удалось бежать и выжить. После восстания новым комендантом Треблинки-2 был назначен Курт Франц. Под его руководством прошли 2 последние казни в газовых камерах. В сентябре полуразрушенный лагерь решено было разобрать. Свидетельства преступлений по максимуму уничтожить, территорию вспахать, засеять люпинами и соснами. Последний эшелон со строительным мусором покинул Треблинку 17 ноября 1943 года.
К тому времени главным центром промышленного уничтожения евреев был уже лагерь Аушвиц близ польского города Освенцим. Любимая мамочка, надеюсь, эти строчки дойдут до тебя и принесут радостную весть о том, что я был спасен русскими, здоров, в хорошем настроении и хорошо обеспечен во всех отношениях. Я не знаю, где Эдит и дети. Мы были разлучены 5 сентября 1944 года. Твой сын Отто Франк. Это письмо было написано из Аушвица в нейтральную Швейцарию 23 февраля 1945 года. Автор этих строк никогда не увидит свою жену, Эдит. Она умерла в Аушвице 6 января 1945, ровно за 3 недели до того, как в лагерь вошли советские войска. Их дети, Марго и Анна Франк, умерли в концлагере Берген-Бельзен в Германии. Это случилось как раз в те дни, когда Отто Франк писал процитированное письмо. Последнему из семьи Франков посчастливилось оказаться среди 7000 узников, которых перед своим уходом в январе 1945 года оставили нацисты. Всех, кто мог держаться на ногах, они пешком погнали на запад, так называемым маршем смерти. А Отто Франк оказался одним из тех, кто с точки зрения германской медицины был уже безнадежным. В 60-й общевойсковой армии Первого Украинского фронта, которая освободила Аушвиц 27 января 1945 года, оказалось много врачей из блокадного Ленинграда. У них были свои представления и свой уникальный опыт. Они спасли почти всех. Символично, что Международный день памяти жертв Холокоста сейчас отмечают как раз 27 января, одновременно с Днем памяти о Ленинградской блокаде. Первые 3 терапевтических госпиталя открыл будущий профессор и доктор наук, а тогда майор и главный токсиколог 60-й армии Иосиф Фридленд. Мы наткнулись на лагерь, где были сожжены и замучены более 6 миллионов человек. Об этом лагере еще много будут писать. Я в нем был несколько раз, и каждый раз уходил со все более и более тяжелым чувством. Такого ужаса люди никогда еще не переживали. Расплата должна быть жестокой. Врач, конечно же, сделал большое преувеличение. 6 миллионов – это общее число жертв Холокоста. В Аушвице нацисты убили не менее 1 миллиона 100 тысяч человек. 90% из них были евреями. Из 6 миллионов жертв Холокоста почти половину составили советские евреи – 2 миллиона 800 тысяч человек. Кроме того, на захваченные советские земли были депортированы более 150 тысяч евреев из Третьего рейха, Венгрии, Нидерландов, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Словакии. Из них войну пережило лишь несколько тысяч. Дело в том, что себя в Германии и по всей оккупированной Европе, за исключением разве что Югославии, нацисты стремились в каком-то смысле сохранять лицо перед местными жителями. Поэтому не убивали евреев прямо у них на глазах, вывозя их в закрытые от постороннего взгляда лагеря смерти в Польше или же в СССР. В Советском Союзе оккупанты как раз ничего уже не стеснялись. Многие казни евреев происходили не тайно, а демонстративно, чтобы устрашить остальных граждан. Демонстративной была и жестокость. В советских областях евреев не только расстреливали, но и сжигали заживо, вешали и топили. Использовались также специальные автомобили-душегубки, газенвагены. Людей набивали в герметичный кузов, куда нагнетался газ от выхлопной трубы. Нацисты очень не любили тратить патроны на детей. Евреи, жители города Торопца, были расстреляны в первых числах декабря месяца 1941 года. Утром в день расстрела вся местность вокруг льнозавода была оцеплена патрулями. Взрослых мужчин и женщин-евреев немцы выводили, раздевали до нательного белья, по 5 человек ставили к краю ямы и расстреливали из автоматов. После того, как взрослые были расстреляны и брошены в яму,
Немцы приступили к раздеванию детей. Раздев их, немцы стали резать им вены на руках и бросали их в другую яму. Я видел, как немцы стали зарывать, но, видимо, зарыть не могли, так как живые наиболее сильные вылезали из ямы. Тогда послышались выстрелы. Именно для советских граждан было самое строгое наказание за укрывательство евреев – смертная казнь. В других странах человек, совершивший подобное преступление, мог остаться в живых. Такая политика проистекала из нацистской идеологии, которая рассматривала советских евреев как наихудших представителей своего народа. Разносчиков так называемой бациллы коммунизма. По советским республикам вслед за вермахтом шли 4 специализированных эскадрона смерти – Айнсацгруппы А, Б, С и Д. Они подчинялись СС и Главному управлению имперской безопасности. Делились они на меньшие подразделения – Айнсацкоманды и Зондеркоманды. Впрочем, в Холокосте активно участвовали не только специализированные подразделения, но и обычные строевые части вермахта. Холокост был в 26 регионах современной России. На севере город Пушкин, единственный оккупированный район Ленинграда. Здесь соединились трагедии Холокоста и блокады. На западе Псковщина и Брянщина, где что не город, то братская могила. На юге Элиста, Сталинград, Минеральные воды, где у стекольного завода нацисты расстреляли 7,5 тысяч человек. Змеевская балка в Ростове-на-Дону, где 11 и 12 августа 1942 года были убиты не менее 15 тысяч евреев. Крупнейшее гетто в России было в Смоленске. Оно просуществовало год, после чего его узников уничтожили, а детей, как это часто бывало, закопали живьем, чтобы не тратить патроны. Главным символом Холокоста на советской земле стал Бабий Яр в Киеве. Бабий Яр. Когда-то это была окраина Киева, сейчас чуть ли не центр города. В былые времена здесь был огромный, глубокий и извилистый овраг. Здесь, в Бабьем Яре, нацисты 2 года убивали людей. Непрерывно. Иногда по расписанию. Убивали с осени 41 по осень 43 года. Количество жертв неизвестно. Оценки достигают 6-значных чисел. Есть лишь одно конкретное число, фигурирующее в немецком отчете – 33 771 человек. Это только евреи, убитые только за 2 дня – 29 и 30 сентября 1941 года. Хотя даже в отчет за 2 дня, очевидно, попали не все, убитых тогда было больше. Бабий Яр – это крупнейшее место и символ Холокоста на оккупированной территории Советского Союза. Очень хорошо сказал об этом овраге писатель-фронтовик Виктор Некрасов, знакомый нам по повести «В окопах Сталинграда». В Бабьем Яре расстреливали всех, но евреев расстреливали только потому, что они евреи. Имена и фамилии многих тысяч людей, убитых здесь оккупантами, неизвестны и вряд ли когда-нибудь будут установлены. Тем не менее, я стою на этом месте и знаю, что где-то здесь лежит 15-летняя еврейка Соня Маловицкая. Сейчас ей могло бы быть за 90. Она могла бы увидеть не только своих внуков, но и правнуков. Однако Соня Маловицкая навсегда осталась 15-летней. 9 сентября 1941 года, ровно за 10 дней до входа в Киев гитлеровских войск, Соня отправила письмо своей подруге Азе, которая успела эвакуироваться. Письмо Сони успело выйти из почти окруженного города. Здравствуй, Азочка. Твое письмо я получила еще позавчера, но отвечаю тебе сегодня, потому что не знаю, прибудет ли это письмо. Что тебе говорить? Настроение очень плохое. Кушать нечего. На всех улицах настроены баррикады, так что Крещатик окружен кольцом. Я беру книги в библиотеке, но ты же понимаешь, как можно читать в такой обстановке. Целый день галдит радио у нас в доме, и эта музыка так раздражает, прямо ужас. Сплю как муха. Какой-нибудь выстрел, сейчас же выходим во двор. Часто над нашим двором происходят воздушные бои. Я сама видела, как сбили 2 самолета. Но что с того? Легче от этого не становится, тем более, что кушать нечего. Пока. Прощай, моя милая Азочка. Помни, что у тебя была подруга, которая тебя очень и очень любила.
Я очень расстроена и потому так плохо написала. Тебя до самой смерти любящая Соня Маловицкая. Через 10 дней германские войска вошли в Киев. Еще через 10 дней начались расстрелы евреев в Бабьем Яре. По некоторым свидетельствам, Соня не пошла в Бабий Яр 29 сентября, а попыталась спрятаться, но ее все равно нашли, увели и убили. На 1939 год в Киеве проживали более 224 тысяч евреев. Они составляли более четверти населения города. К сентябрю 1941 года большинство из них эвакуировались или были призваны в Красную армию. Однако одновременно с этим тысячи евреев прибыли в украинскую столицу с Запада в качестве беженцев. 26 сентября в оккупированном Киеве прошло специальное совещание. В нем приняли участие Пауль Блобель, командир зондеркоманды 4А Айнзацгруппы С, Фридрих Йоккельн, высший руководитель СС и полиции на оккупированном юге России, Курт Эберхард, военный комендант Киева. На совещании был рассмотрен и утвержден план уничтожения евреев Киева в Бабьем Яре. По одной из версий, антиеврейская акция предполагалась оккупантами в пропагандистских целях как месть за серию взрывов, произведенных накануне в центре Киева советскими спецслужбами. Окончательная цель акции – уничтожение евреев, тем не менее, скрывалась. 28 сентября по всему городу на русском, украинском и немецком языках было расклеено 2000 объявлений со следующим текстом. Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской возле кладбищ. Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и прочее. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян. Большинство людей, которым был адресован текст, поверили, что речь идет лишь о переселении. Накануне трагедии оккупанты приказали дворникам сдать в городскую управу списки живущих в их домах евреев, якобы для подсчета числа необходимых для переселения вагонов. Утром 29 сентября нацистами к Бабьему Яру были отконвоированы десятки тысяч евреев и членов смешанных семей. По дороге у людей отбирали вещи и документы. Под ударами дубинок их заставляли раздеться и идти к краю оврага. С противоположной стороны Яра по ним били пулеметы. Убитые и раненые падали вниз. Некоторых добивали из пистолетов. В первый день были убиты около 22 тысяч человек, во второй – около 12 тысяч. Лишь единицам удалось спастись, выбравшись ночью из-под трупов. Они или были легко ранены, или прыгнули вниз перед самым выстрелом, притворившись убитыми. Среди считанных выживших была артистка театра кукол Дина Проничева. В 1946 году она выступила в Киеве на судебном процессе против палачей. Нас выставили на очень маленьком выступе, в котором едва можно было удержаться. Стали всех расстреливать. Я закрыла глаза, сжала кулаки, напрягла все мускулы и бросилась вниз до выстрела. Мне казалось, что я летела целую вечность, но я упала на трупы, благополучно, не расстрелянная. Через некоторое время, когда стрельба умолкла, я услыхала, что немцы спускаются вниз, в яр, и расстреливают всех, стонущих. Они присвечивали фонариками и достреливали всех. Я лежала тихо, не шевелясь, боясь выдать себя. Случайно один из них дотронулся до меня ногой так, слегка, перевернул меня навзничь.
присветил на меня, он крови не заметил, сказал об этом рядом стоящему. Меня решили проверить. Стали мне ногой на грудь, второй ногой на руку. Я чувствовала, что здесь меня конец. Я решила молчать. Сразу стали засыпать землей. Присыпали довольно изрядно, потому что я чувствовала, что задыхаюсь. Но шевелиться боялась. Когда уж мне оставалось набрать еще несколько вздохов и задохнуться, я решила, пусть лучше расстреляют, чем я чувствую, что живем похоронено. После нескольких вздохов я набрала воздух, собралась с последними силами и выбралась из-под земли. Было темно, но все-таки было опасно ползти, так как сверху вниз присвечивали фонариками и стреляли. Стреляли в стонущих, но могли попасть и в меня, поэтому я была очень осторожна. Мне удалось доползти до одной из высоких стен оврага и с огромнейшим трудом выбраться наверх. После сентябрьской расправы казни в Бабьем Яре продолжались еще 2 года, до освобождения Киева Красной Армией 6 ноября 1943 года. Здесь расстреливали скрывавшихся евреев, цыган, советских военнопленных, подпольщиков, душевнобольных и даже украинских националистов. В августе-сентябре 1943 года, предвидя скорый приход советских войск, нацисты под руководством Пауля Блобеля начали уничтожение следов своих преступлений. Работы производились руками 350 советских заключенных из находившегося рядом Сырецкого концлагеря, в основном евреев по национальности. Вот здесь, на этой площади, которая называется в Киеве Бабьим Яром, здесь вот, среди этого, тут военнопленные, которые попали в 1941 году в немецкий плен, под угрозой расстрела заставлялись немецко-фашистскими органами гестапо раскапывать эти трупы и сжигать их на кострах, на печах, которые фашистские изверги заставляли нас самих строить. Немцы хотели скрыть следы своих преступлений и хотели после окончания работы тоже нас уничтожить. Но это им не удалось. Из 300 человек, которые здесь работали, 12 человек удалось спастись. Преступления нацистов и их пособников в Бабьем Яре рассматривались на суде в Киеве и на Международном трибунале в Нюрнберге. Пауль Блобель был повешен в 1951 году. Его непосредственный начальник Отто Раш, командир Einsatzgruppe C, предстал перед судом, но умер своей смертью в 1948-м. Уже в 40-е годы стали появляться художественные произведения, посвященные Бабьему Яру. Но, к сожалению, долгое время со стороны советского руководства отсутствовала работа по мемориализации этого места в какой-то осязаемой материальной форме. Страшно сказать, после войны даже существовал план по созданию на месте Бабьего Яра парка с аттракционами. «19 сентября 1961 в день 20-летия взятия вермахтом Киева, в литературной газете была опубликована поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Поэма вызвала огромный резонанс как в СССР, так и за рубежом. Она была вскоре переведена на десятки языков. В 1966 году вышел роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». И лишь тогда в Бабьем Яре был установлен первый памятный камень. Полноценный же памятник жертвам воздвигнут в 1976 году. По тогдашней традиции он содержал расплывчатую формулировку «Монумент мирным советским гражданам». И только после распада СССР в 1991 году здесь был создан целый ряд скульптурных композиций, посвященных разным жертвам нацизма. Евреи, цыгане, военнопленные, православные священники, душевнобольные. Отдельные памятники установлены уничтоженным детям. Вот этот памятник. Отмечены также остербайтеры. Это люди, угнанные нацистами на принудительные работы в Германию. Никто уже не напишет, что над Бабьим Яром памятников нет.
На оккупированной территории Советского Союза было более 2500 мест массового убийства евреев. Холокост – это совсем рядом. Для десятков миллионов россиян это соседний город или даже соседняя улица. А на территории Беларуси и Украины Холокост был попросту везде. Нацистский конвейер смерти работал везде, где были сами нацисты. Чтобы в полной мере описать Холокост на территории СССР, нужно более 2500 документальных фильмов. Мне это попросту не под силу. Я могу лишь рассказать про несколько мест. С запада на восток примерно на равном расстоянии друг от друга расположены 3 яра. Уже знакомый нам Бабий Яр в Киеве. Далее Засульский Яр в городе Лубны. Это под Полтавой. Наконец, Дробицкий Яр на самой окраине Харькова. Утром 16 октября 1941 года всем евреям города Лубны было приказано собраться, взяв с собой теплые вещи и ценности, якобы для переселения. В колонны были собраны 1865 человек, евреи, а также небольшая группа коммунистов и партизан. В документах фигурируют также 53 военнопленных и, цитата, «несколько евреек в военной форме». Всех их в Засульском Яру ждали палачи из все той же зондеркоманды 4А Айнсацгруппы С. Работы у них было, конечно, гораздо меньше, чем в Киеве, и управились они за один день. Чем выделяется Засульский Яр среди похожих на него мест? Он отмечен фотоотчетом, сделанным немецким фотографом. Старики, женщины, дети. Евреев-мужчин на фотографиях почти нет, их призвали в Красную армию. Кто-то из них даже выживет, дойдет до Будапешта, Кёнигсберга и Берлина. А вот их родители, жены и дети были убиты здесь, в Засульском Яру. Через неделю, 24 октября, нацисты взяли Харьков. В 1941 году здесь произошла одна из самых страшных трагедий Холокоста на территории СССР. 6 декабря оккупанты провели перепись, выявив в Харькове 10 271 еврея. Большинство из них – женщины, дети и старики. 400 человек из-за возраста и болезни не могли передвигаться. Их переместили в синагогу, заперли, и там они просто умерли от истощения. Всех остальных 16 декабря нацисты угнали в бараки станкостроительного завода, превращенные в импровизированное гетто. В помещение, рассчитанные на 60-70 человек, загнали сотни людей. Стояли морозы, и нацисты предусмотрительно выломали в бараках двери и окна, разрушили печь и водопровод. Всю вторую половину декабря 1941 года в Харьковском гетто шли расстрелы. Убивали большими группами, убивали и отдельных людей, убивали за попытку выйти ночью из барака, чтобы сходить в туалет. Харьковское гетто просуществовало совсем недолго, чуть больше 2 недель. 2 января 1942 года во враге под названием Дробицкий Яр началось окончательное уничтожение узников гетто. Оно шло несколько дней. Сейчас в Дробицком Яру лежат свыше 9000 евреев. «1 января 1942 года поэт и писатель Абба Ковнер написал на идиш воззвание к молодежи гетто Вильнюса. «Мы не должны идти как овцы на бойню, братья. Лучше пасть свободными воинами, чем жить, ожидая милости убийц. Сопротивляться до последнего вздоха». В 1942 году в гетто была создана организация, которая собирала оружие и боеприпасы для будущего восстания. Ковнер стал ее командиром при трагичных обстоятельствах. Юденрат не поддержал идею вооруженной борьбы, решив, что подпольщики подставляют жителей гетто.
первого командира сопротивления Ицека Виттенберга в июле 1943 года выдал немцам сам глава Юденрата Яков Генс. Он считал, что таким образом он спасает людей. Тогда Виттенберга смогли отбить его товарищи. Но он все равно был вынужден сдаться нацистам под угрозой уничтожения гетто, под давлением Юденрата и обезумевших от страха людей. Ицека Виттенберга сменил Абба Ковнер. מסר לי את האקדח, מינה אותי למפקד, יצא לרחוב. ברחוב אמרו כאן, הוא הלך לשער הגטו, התמסר לידי הגסטאפו. כן, הוא עונה, הוא מת. ההיסטוריונים ישפטו אותנו לגנאי או לזכות. אם רשאי אני, לדעתי אני להגיד. היום, עוד יותר מאשר אז, אני סבור שאז מותו של ויטנברג, וזה שעל דעת המפקדה ועל דעתי, מסרנו אותו לגסטאפו. זה אחד משיאי המרד הגדולים ביותר. זה אחד ממעשי הגבורה הגדולים ביותר של מחתרת יהודית לוחמת בגטו. כי шум лихима и наша вала. Самопожертвование Виттенберга оказалось напрасным. В сентябре 1943 года нацисты уничтожили гетто. Ими был убит и возглавлявший Юденрат Яков Генс. Абба Ковнер со товарищами успел уйти в леса, где основал партизанский отряд Некама, что в переводе с иврита означает «месть». Отряд совершал диверсии, нападения на немецких солдат и пособников оккупантов. В июле 1944 года Некама встретились в Вильнюсе с наступающими частями Красной Армии. Но жажда мстить не отпустила Ковнера даже после победы. Он сбежал из СССР. В его дальнейшие планы входило отравить водопроводы в Мюнхене, Нюрнберге, Гамбурге и Франкфурте, чтобы убить 6 миллионов немцев, по одному человеку за каждую жертву Холокоста. К счастью, Ковнера вовремя арестовала британская военная полиция, вероятно, по наводке его же товарища. Абба Ковнер провел в тюрьме несколько месяцев, а выйдя на свободу, отправился воевать за независимость Израиля. В 1961 году он выступал в Иерусалиме на процессе по делу архитектора Холокоста Адольфа Эйхмана, которого выкрали из Аргентины израильские спецслужбы. Тогда Абба Ковнер и другие участники еврейского сопротивления оказали огромное влияние на израильтян, воодушевили их. Граждане Израиля сами долгое время были под влиянием мифа о вечно страдающем еврейском народе. Из-за этого они стыдились истории Холокоста и не особенно хотели вспоминать его. Однако пронзительные выступления литератора, подпольщика и партизана Аббы Ковнера в зале Иерусалимского окружного суда показали израильтянам: в годы Холокоста евреи вовсе не шли как овцы на заклание, а сопротивлялись и сражались. ושדדנו נשק מתוך מחסני הנשק, ולא אחד מחברינו נתן את חייו על כך, ועונה עינויי מוות, ולא גילה את סודו. והנה פה מונח תקנון הקרב שלנו. Только на территории СССР действовало более 70 еврейских боевых групп и партизанских отрядов. Крупнейшие из еврейских отрядов создали братья Тувия, Асаэль, Зусь и Арон Бельские. Он действовал в 1941-1944 годах, его ряды пополняли беглецы из гетто Западной Беларуси. Отряд состоял из двух частей – боевого ядра и семейного лагеря для женщин, детей и стариков. В то время как обычные партизанские отряды отказывали в приеме даже молодым мужчинам, если те приходили без оружия, отряд Бельских специально совершал дерзкие вылазки, чтобы освободить от нацистов безоружных людей. У Бельских была совсем иная философия, нежели у мстителей Аббы Ковнера. Они говорили: лучше спасти одну старушку-еврейку, чем убить 10 немцев. Осенью 1941 года в немецкий плен попал техник-интендант второго ранга Александр Аронович Печерский. Чаще всего советских военнопленных евреев оккупанты расстреливали сразу же и на месте. Но Печерский на какое-то время смог скрыть свою национальность. Когда же все-таки выяснилось, что он еврей, его вместе с другими выявленными пленными евреями отправили в концлагерь. Уже оттуда их отправили в лагерь смерти Собибор.
14 октября 1943 года под командованием Печерского несколько сотен узников Собибора восстали и совершили побег. До конца войны смогли уцелеть около 50 человек. Александр Печерский воевал в партизанском отряде, а затем на фронте в штурмовом батальоне. В 1944 году он был тяжело ранен, но выжил. И в 1945 году опубликовал книгу. Через год после восстания в Собиборе, 7 октября 1944 года, внезапно вспыхнул один из крематориев Аушвица. Диверсию совершили заключенные, работой которых было сжигать тела других узников. Они подняли восстание, убили 3 эсэсовцев. Попытались сжечь другие крематории и бежать. Но охране удалось подавить бунт, и доподлинно неизвестно о том, чтобы кто-то из его участников выжил. Многочисленные восстания прогремели в гетто на западе Советского Союза, в Литве, Белоруссии и Украине. Прорыв туннель длиной 250 метров, побег совершили более 200 узников гетто в белорусском Новогрудке. Почти половина из беглецов примкнули к отряду братьев Бельских. В августе 1943 года произошло восстание в гетто Белостока. Часть восставших под командованием Сергея Беркнера сформировали партизанскую группу. Впоследствии она влилась в партизанскую бригаду имени Кастуся Калиновского. Там Беркнер встретил свою жену Галину, тоже бывшую узницу гетто. Познакомились мы в 1943 году в лесу партизанском. Но сначала Галина Юрьевна меня не очень приметила, потому что много было ребят. Конкуренция была большая. Конкуренция была большая. А девушек в моем возрасте было почти не было. Поэтому я ее сразу заметил. Сергей Беркнер – известный ученый-филолог, профессор кафедры английского языка Воронежского педуниверситета. Он ушел из жизни совсем недавно, 14 февраля 2022 года. Я нахожусь рядом с памятником героям гетто. Его открыли 19 апреля 1948 года, на 5-ю годовщину восстания в Варшавском гетто. Именно здесь, в знак покаяния за Холокост, совершил коленопреклонение федеральный канцлер Западной Германии Вилли Брандт. Восстание в Варшавском гетто было бунтом обреченных. Оно началось 19 апреля 1943 года. Едва ли кто-то из его участников, имея на руках всего лишь немного легкого стрелкового оружия, всерьез рассчитывал уцелеть. Тем удивительней, что восстание подняли почти независимо друг от друга 2 разные группы повстанцев – еврейская боевая организация и еврейский воинский союз. Своего рода Сталинградом Варшавского гетто стала Мурановская площадь. В ходе боев один из лидеров еврейского воинского союза, Павел Френкель, водрузил на крыше дома номер 7 на Мурановской площади 2 знамени – польское, бело-красное, и еврейское, бело-голубое. Сейчас это флаг государства Израиль. Знамена привели нацистов в бешенство. Они со стервенением проводили штурм за штурмом. Для подавления восстания в Варшавском гетто гитлеровцы использовали авиацию. Повстанцев выкуривали из укрытий газом и огнеметами. 1000 человек были буквально сожжены заживо. Выжили очень немногие. Подавив восстание, нацисты в прямом смысле слова сравняли территорию гетто с землей, не оставив даже руин, только пустыню из разбитого кирпича. Среди нее остался одиноко стоящий лишь готический собор. Сейчас годовщина начала восстания отмечается по еврейскому календарю как Йом ха-Шоа – День памяти катастрофы и героизма. В этот день по всему Израилю в 10 утра звучит сирена. На 2 минуты замирает вся страна. Прохожие останавливаются на улицах, на дорогах встает транспорт. В 1953 году в молодом еврейском государстве, которое едва обрело свою независимость,
был основан комплекс Яд Вашем. Это одновременно и музей, и мемориал, и институт изучения Холокоста. Сама идея такого центра возникла еще в разгар войны. Узники лагерей и гетто боялись не только смерти. Они справедливо опасались, что после войны найдется немало людей, которые скажут, что Холокоста не было. — 24 июля 1944 года Красная Армия освободила Майданок. В рядах наступающих войск тогда были сразу две группы фронтовых кинооператоров. Одну возглавлял прадед одного из наших операторов – Роман Кармен. Вторую – польский режиссер Александр Форд. Кинематографисты оказались в Майданоке, когда там, можно сказать, еще не остыли печи крематориев. Когда еще не до конца выветрился циклон Б из газовых камер. Мир впервые увидел лагерь смерти, и мир тогда не поверил. Союзники СССР по антигитлеровской коалиции поначалу решили, что советские товарищи просто переусердствовали с антифашистской агитацией. Вторая мировая шла уже почти 5 лет, но и тогда некоторые из выявленных преступлений нацистов казались невероятными и невозможными. Сразу возникал вопрос, как такое могли совершить люди? Холокост был иррационален. По всей Европе и в Северной Африке огромные ресурсы нацисты тратили не на военные действия, а на уничтожение евреев. И даже когда Германия находилась в агонии, нацисты с поразительным упорством продолжали отнимать у армии и всей страны силы на то, чтобы доуничтожить евреев. История Холокоста – это история о том выборе, который сознательно делает человек. Безусловно, среди нацистов было немало садистов и психопатов. Однако в большинстве своем палачами становились не прирожденные убийцы, а обычные люди, психически здоровые и даже не жестокие по натуре, а просто до предела исполнительные и не склонные рефлексировать. Таким был Адольф Эйхман. Перед судом в Иерусалиме предстал вовсе не маньяк и не злой гений, заурядный кабинетный чиновник среднего ранга, который на своей должности стремился проявить рабочее рвение. У Эйхмана была работа, и он хотел выполнять ее наилучшим образом. Подсудимого легче представить не в нацистском мундире, не в роли военного преступника, а как офисного клерка, который метит в лучшие работники месяца. На Иерусалимском процессе в качестве корреспондента журнала The New Yorker присутствовала философ Ханна Аренд. Под впечатлением от личности Эйхмана она написала книгу с красноречивым заголовком «Банальность зла». Примерно в одно время с делом Эйхмана в 1959-60 годах в СССР шло расследование по делу Ивана Кириенкова и его сподручных. Следователи изучали события 17-летней давности. 28 января 1942 года наступающая Красная Армия вошла в окраины города Велиш в Смоленской области. Ровно на один день власть, как начальник местной полиции, получил Иван Денисович Кириенков. Когда все было решено, когда уже сами немцы стали отступать из города, Кириенков с другими полицаями убили почти всех узников Велишского гетто. 1000 человек расстреляли, около 500 сожгли живьем. Они могли этого не делать, и, вероятно, ничего бы им за это не было. Но пособники нацистов проявили ту самую исполнительность. Подчинились правилу, которое установили оккупанты. Евреи должны быть уничтожены. Полицаи поспешили выполнить свои служебные обязанности, когда возникла угроза, что правила, установленные вышестоящими органами, будут нарушены, и евреи окажутся освобождены. Но были в дни Холокоста и совсем другие люди. Они не соглашались с новыми правилами игры. Их представления о добре и зле не ограничивались должностной инструкцией. Они шли против течения. Более 20 тысяч раз Яд Вашем присвоил гражданам и подданным разных стран прижизненно и посмертно звание праведника народов мира. Тем, кто бескорыстно и с риском для себя спасал евреев от нацистов и их пособников. Среди спасителей были очень разные люди. Нобелевский лауреат и писатель Иван Бунин с супругой Верой укрывали знакомых евреев в своем доме на юге Франции. Портовый работник и опытный контрабандист Джанис Липке тайно вывез из рижского гетто и вместе с женой Иоганной спрятал по разным укрытиям около 50 человек. Спасали своих соседей-евреев, рискуя собственной семьей, обычные крестьяне. Не все они даже знали грамоту,
Но именно таких спасителей, пожалуй, было больше всего. И лишь имена очень немногих из них сейчас известны. 28 тысяч признанных и задокументированных праведников – это лишь очень небольшая часть из тех, кто не согласился принять как норму то, что ненормально, кто сохранил в себе человечность, когда остаться человеком значило нарушить закон, кто стал примером для всего человечества. Израильский историк Юда Бауэр как-то сказал: «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не стали жертвами, палачами или безучастными сторонними наблюдателями.